Вы смотрите вторую часть нашей поездки по Чернобыльской зоне отчуждения. В предыдущем видео мы посмотрели на загоризонтную радиолокационную станцию Дуга и прилегающие к ней объекты, а также город Чернобыль-2. Побывали возле самой атомной электростанции и заехали в отселенный город Припять, в котором успели посмотреть некоторые места с печальной историей. Мы остановились на ночь в городе Чернобыль, который хоть и был отселен, но на данный момент жизнь в нем есть. И сегодня продолжим изучать эти места, в которых человек более не является хозяином. Доброе утро, второй день в зоне отчуждения. Мы сейчас находимся в Чернобыле. Вчера немножечко полетали над городом, был красивый вечерний солнечный свет. Сейчас поедем посмотрим снова в Припять, и там у нас очень много точек, которые хотелось бы посмотреть. И некоторые из них совсем не попсовые. Ну а дальше будем смотреть по времени, потому что планов у нас на сегодня много, но это второй и последний день. Но для начала нужно позавтракать. И здесь есть рестораны. Кафе «Десятка». Этот факел — это была главная стела атомной электростанции Чернобыльской, но на данный момент это еще и условный центр рыжего леса, так называемого. Именно того рыжего леса, о котором вы, скорее всего, слышали, который весь из себя такой опасный, которым СМИ иногда пугают, мол, пошли ливни со стороны Припяти или пожары там, и сейчас весь этот рыжий лес к нам прилетит. На самом деле это исключено, потому что его похоронили под самого себя, и фон здесь повышен, но потому что он захоронен. То есть, если вы проезжаете на машине, включаете дозиметр, то планомерно до этого факела фон растет. Сейчас зайдем к еще одной достопримечательности, если можно так сказать, местной. Это самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, которая здесь работала не по назначению. Вообще, когда случилась катастрофа, идеи вот так вот щелкали здесь у всех, включая военных, и предлагались совершенно разные. Такой себе брейншторм постоянный. Одним из предложений было, к примеру, вот такими крупнокалиберными самоходными установками расстреливать завалы, чтобы их легче было вывозить и вообще как-то демонтировать. Но потом быстро поняли, что идея провальная, потому что все мы понимаем, что там очень много радиоактивного топлива в том числе было. Этого делать было нельзя. Но они здесь тоже использовались для демонтажа, для сноса разных конструкций, непосредственно даже на самой атомной электростанции, на 4-м энергоблоке. И вот я ее уже вижу. Офигеть! А это мы снова на проспекте Ленина в Припяти. Сейчас мы поднялись в отель Полесье. Тоже известное достаточно место. И это верхняя терраса. Она не была введена в эксплуатацию. Вообще это должен был быть шикарный ресторан с панорамным видом на все стороны. Сами здесь находимся, если честно, очень опасное место, потому что мы наблюдаем, что везде уже держится все, так сказать, как на соплях. В том плане, что эти плиты, как установлено, мы много уже видели зданий, которые уже обрушилось. Ни сегодня, ни завтра все здесь может обрушиться. Даже вот сейчас мы здесь находимся, очень опасно. Поэтому, если честно, друзья, мы не рекомендуем лазить нелегально, а легально вот по таким местам. Дело в том, что здесь действительно видно, что плиты вот эти, они уже держатся на последнем издыхании, кирпичи уже все обваливаются. И мы действительно не рекомендуем сюда ходить. Вот посмотрите видео и хватит. Но с другой стороны, вот прямо сейчас это достаточно уникальное место, потому что лет через 5 этого уже здесь не будет.
Сейчас мы в ДК «Энергетики», где были объединены совершенно разные культурные сферы, в том числе и спортивные. Вот это, к примеру, ринг, все, что от него осталось. Он вроде как боксерский, но при этом слишком большой. Интересно то, что раньше здесь была оранжерея, и, как видите, здесь какие-то фонтанчики. Но поверх потом стационарно установили ринг. А буквально через стенку от боксерского клуба того детский бассейн. Но это не городской основной бассейн, это именно, как у нас его назвали, лягушатник. Мы сейчас в спортзале, вернее, в зале для футбола, футзала. И просто зацените, насколько качественно сделана доска. Что за столько времени на ней до сих пор можно играть, по сути. Ворота остались, канат остался, шведская стенка. Здесь как будто еще вчера царила жизнь. Ребят, хочу воспользоваться случаем и посоветовать вам подписаться на мой Инстаграм, потому что я туда буду делать несколько репортажей отсюда и писать истории прямо. И также хочу сказать, что я сюда поехал с Huawei P40 Lite, который мне дали Huawei, для того, чтобы протестировать его в этих условиях, по сути, наверное, репортажных или документальных. И я на него сделал несколько серий фотографий отсюда в горизонтальном формате. Для меня это непривычно на самом деле, но это будет документирование того, что я здесь видел. И по сути здесь есть широкоугольная камера, здесь есть обычная хорошая камера. И вы сможете посмотреть, насколько такой относительно недорогой смартфон хорош вот в таких условиях. Это здание, это узел связи, главпочтамп и телеграф. 3 в одном. Даже я еще помню времена, когда ты приходил на почту, чтобы позвонить вот из такой кабинки. Сейчас заходим в городской бассейн Лазурный. Помните, я вчера про полы вот такие рассказывал, пластикат? Помните, что это означает? Это означает, что здание использовалось после аварии. И бассейн использовался по своему прямому назначению вплоть до 1998 года. То есть еще 12 лет с момента аварии. Почему? Потому что многие работники жили здесь, в Припяти, в общежитии завода «Юпитер» и пользовались бассейном. А вот и сам бассейн. Огромный, с прыговой вышкой на нескольких ярусах. Посмотрите, какой он глубокий. Вот это здесь масштабы были. Как же, честно говоря, жаль, что город не дожил до наших времен, потому что он очень комфортен для жизни, он очень компактный и классно скомпонован. Учитывая то, что люди здесь жили и работали на заводе, я замечаю, сколько делалось для их поддержания физподготовки. То есть смотри, сколько реально вложили в спорт. И бассейны большие, и стадионы, и трибуны какие. Вот это главный вход в бассейн. И вот здесь есть такая конструкция. Это металлический поддон с дезраствором. Он использовался для того, чтобы дезактивировать обувь после того, как работники ходили по Припяти, приходили в бассейн, проходили сначала здесь, потом через специальные решетки, там еще, и потом уже в бассейн. А рядом с бассейном находилась школа номер 3, куда мы сейчас и заходим, через центральный вход. Я думаю, что вы видели много фотографий из зоны, где есть противогазы. И вот здесь, в школе, их очень много. Но это миф, что их надевали во время аварии. Тогда, на самом деле, спешки никакой не было, паники не разводилось, всех просто попросили уехать на 3 дня, а эти противогазы здесь находятся исключительно по той причине, что в школах тогда были предметы по обороне. И они были спрятаны в подвале в ящиках, но в какое-то время фотографы их нашли и вот так разбросали для антуража. Собственно, по зоне они по той же причине и разбросаны.
А вот это, друзья, очень радиоактивное место. Дотрагиваться до этого ковша нельзя, потому что здесь фон именно внутри в сотни раз превышает, если не в тысячи, стандартные, которые буквально в 5 метрах от него. Именно при помощи него разгребали завалы в Машзале 4-го энергоблока после аварии. И он, кстати, производства ГДР. А вот на таких качельках или платформах доставляли при помощи крана роботов, на которые мы вчера смотрели. Они стояли на платформе, их поднимали, и потом через дистанционное управление они спускались, делали свою работу, заезжали обратно и их убирали. А на заводе Юпитер их обслуживали, они там и базировались. Сейчас мы находимся в милиции, и вот здесь есть камеры, это КПЗ, комнаты предварительного задержания. А вот эта комната, где проводились допросы. Вот стол, и вот этот стул, он прикручен. Это, друзья, центральный вход, а вот здесь прямо на входе карта Припяти. Порассматривать карту, конечно, интересно. Здесь, к примеру, самый первый стадион, который сейчас в лес превратился. Вот это центральная часть, ДК «Энергетик», школа, всего было 5 школ. Интересный факт, что вот та часть, которая намывалась, и здесь мы видим, что не один прямо микрорайон, а планировалось еще несколько, даже круговое движение нарисовали. А от милиции через дорогу переходим и попадаем к пожарной части. Вот здесь стояли машины, и те, кто выехал отсюда в ту ночь, больше сюда не вернулись. Сзади меня сохранившийся Иммер. Мы вчера видели уже полуразрушенный, а это прям такой отличный экземпляр. Это инженерная машина разграждения. Что она делала? Стрела выдвигалась, там ковш, и она перемещала зараженные части. Также при помощи ковша снимала верхний слой грунта. Сейчас мы находимся в автомобильном транспортном хозяйстве, которое еще относительно недавно было под охраной. И здесь огромное количество техники, очень хорошо сохранившейся. Она служила для дезактивации, она проходила регулярную чистку. На данный момент она чистая, но главное для нас хорошо сохраненная. Приехали на территорию завода Юпитер, который до аварии производил радиоприемники и магнитофоны. А в ночное время, пока никто не видит, как и все остальные предприятия в советское время, трудился на благо оборонки. Неизвестно, чем они конкретно занимались, но, говорят, производили черные ящики для подлодок. А это робот Камацу. Он был подарен Японии и Советскому Союзу, и, по сути, он тоже снимал верхний слой грунта. Смотрите, вот это именно тот контейнер, в котором поставлялась робототехника. Ну, один из них. А вот еще запечатанный элемент, это захват для робота. Он крепился и вот этими клешнями удерживал куски бетона, графита и того, что было выброшено после взрыва на землю. Друзья, а это настоящий графит. Ровно такой же, как был в реакторе, но я его могу потрогать. Почему? Потому что пока графит не побывал в реакторе, он совершенно безопасен. По сути, это карандаш. Но это точная модель. Зачем она здесь находилась? Как я говорил, здесь обслуживали роботов. И когда приезжали новые, на основе того, что уже есть вот из таких моделей, и также фотографий, сделанных с них, проводились расчеты. Сможет ли он поднять, сможет ли захватить и так далее.
А вот это, друзья, маска специальная с баллоном с кислородом сжатым. Они использовались на шахтах изначально, но сюда их привозили в случае возникновения какой-то радиационной опасности дополнительной. Самые грязные роботы доставлялись сюда, которые даже после дезактивации, после работы на объекте, были достаточно загрязненными. Здесь их пескоструили. Снимался небольшой слой металла, и этого, в принципе, хватало. А сейчас мы находимся на проходной административного здания завода. Сзади меня видна вся территория завода, достаточно масштабно. А сейчас мы пришли в детский садик. И здесь прям переполняют эмоции, если честно. Все эти маленькие стульчики, столики, игрушки, кроватки для тихого часа. Вот эту комнату в садике восстановили сталкеры. Именно поэтому она выглядит настолько свежо. Естественно, до этих времен так бы все не сохранилось. Хотя многие игрушки здесь именно с тех времен. Особенно в тех комнатах, где их не восстанавливали. Саня еще не видел, я уже видел эту комнату. Просто хочу увидеть его глаза. Многие сталкеры, конечно, портят зону. Нелепые граффити, что-то разукрашивают в нелепые цвета. В принципе, какой-то вандализм осуществляют. Но есть, как видите, и хорошие, которые восстанавливают все в первозданном состоянии. И хорошо, что большинство людей не знает о таких местах, потому что они тоже быстро превратятся в разруху. Детский садик, это, конечно, было очень интересно. С одной стороны, немного криповато, немного грустно и, наверное, очень сентиментальным по поводу детей стал после того, как у меня свои появились. Сейчас мы направляемся в бывший музыкальный магазин. В очень многих квартирах в Припяти есть фортепиано, пианино. И в этом магазине, походу, только пианино и остались. А сразу за музыкальным магазином мастерская телевизоров. А сейчас у нас есть интересный челлендж. Мы постараемся найти отреставрированную сталкерами квартиру. Нашли эту комнату. Мы не будем, естественно, палить, где она, по понятным причинам. Но антураж здесь, конечно, то, что надо. Особенно плакаты. Владимир Высоцкий, Виктор Цой и Металлика.
Это дерево дружбы народов. Тут гербы всех советских республик. И раньше это дерево подсвечивалось разными цветами под каждым гербом. И эти цвета были связаны с флагом каждой республики. Вот это Припятский автовокзал, у которого достаточно хорошо еще сохранилось остекление. Это все здание одна стоматология. Здесь все. И ремонт зубов, и протезирование, и детская стоматология, и даже лифт есть. Сейчас, честно говоря, я и не знаю, есть ли такое вообще, чтобы целый корпус был посвящен зубам. Всему, что с ними связано. Вокруг города Припять вы можете наблюдать вот такой забор из колючей проволоки. Он здесь был установлен, потому что все-таки был расчет на то, что город смогут очистить и потом люди сюда вернутся, чтобы ничего не разворовывалось. Также была установлена система сигнализации, но она давала ложные срабатывания, поэтому со временем ее отключили, а потом отказались и от этого. И только осенью 1986 года людям разрешили сюда вернуться, чтобы забрать основные вещи. Люди, естественно, забирали много одежды, которая не проходила на фон-контроль, поэтому забирали только документы, чтобы получать потом взамен этого жилья квартиры где-то в других местах. А вот это тот самый мост из Припяти, который прозвали мостом смерти. Почему? Потому что и в сериале показали, и в принципе есть легенда о том, что после взрыва, который произошел на атомной электростанции, люди из города пошли сюда смотреть, потому что вон атомная электростанция. Деревьев не было, видимость была полной. И в фильме хорошо показано, как вот здесь люди стояли и наблюдали за тем, что там происходит. Мост стоит над железной дорогой, но фишка в том, что он находится в километре от города, и взрыв произошел ночью. Поэтому очень маловероятно, что люди сюда пошли смотреть. Хотя, конечно, такой возможности лично я не исключаю. Нам вот даже разрешили показать, каким прибором проверяют автомобиль, никуда ли он не залез, куда не надо. Проверяют, причем я смотрел сам очень тщательно, все арки, все колеса и даже коврики под обувью. Мы покинули Припять, как вы поняли. Что могу сказать? Очень необычно и иногда совсем непривычно видеть вещи, которые просто-таки заморозились во времени. Разные тетради, вывески, таблички. То, что как бы замерло и больше никогда не изменится. Сейчас же мы приехали в Чернобыль, и первым делом я хочу посмотреть на баржи, корабли, которые участвовали в доставке стройматериалов для того, чтобы строить саркофаг над 4-м энергоблоком. Как я вчера вам рассказывал, Чернобыль достаточно заселен, и центральная его часть прямо похожа на настоящий город. Есть несколько отелей, есть несколько ресторанов, работают магазины, и все многоквартирные дома выглядят незаброшенными. В округе же есть частный сектор, и кроме самоселов, которые сюда вернулись, все заброшено. Здесь очень много просто заброшенных домиков. Они не разрушаются так, как в Припяти, потому что все-таки люди здесь есть и за вандализмом следят. Но, тем не менее, видно, что жизни в них более нет. А вот это роддом, чернобыльский роддом, который ныне не функционирует. Однако он открыт, и в него можно зайти. Конечно, да, здесь сохранилось все явно поинтереснее и получше. Вот это, друзья, синагога в Чернобыле. И на ней, как ни странно, на входе вы сейчас увидите красную звезду, потому что во время войны немцы всех евреев здесь расстреляли. А потом советы использовали это здание под воинский комиссариат. В Чернобыле остался единственный памятник Ленину в Украине, походу, потому что декоммунизация сюда не дошла. Вернее, президент Порошенко в тот момент сказал, что в Чернобыле не будет проводиться декоммунизация, поэтому и улицы Ленина здесь тоже есть. Но куда интереснее вот это здание, которое сейчас является домом культуры. Но если вы смотрели сериал «Чернобыль», вы видели, как в последней серии был суд, и там осудили Фомина, Дятлова и Брюханова, которые, кстати, не факт, что были самыми виноватыми
виновными, возможно, просто были козлами отпущения. Я здесь не буду ничего судить, никто не знает. Но на самом деле суд проходил именно вот в этом здании в Чернобыле. А это мемориальный комплекс «Звезда Полынь». Я сейчас нахожусь на бетонном таком основании, где есть металлические подсвечники. Это карта Чернобыльской зоны отчуждения. Каждый из этих подсвечников символизирует отселенный населенный пункт. Я сейчас в 30-километровой зоне. А вот приподнятая часть — это 10-километровая зона. А дальше есть таблички 188 населенных пунктов, которые в 1986 году были выселены. Из них только 3 города: Чернобыль, Чернобыль-2 и Припять. И вот эта табличка самого большого отселенного села, через которое мы проезжали в самом начале, село Залесье. Мы с него начали, и мы и закончим. Вот и финальная точка нашего маршрута — село Залесье. Здесь проживало 2849 жителей, и оно эвакуировано 4 мая 1986 года. Самое большое село в Чернобыльской зоне отчуждения, которое отселили, около 3000 человек здесь проживало. А вот это здание сберкассы. В селе Залесье жили достаточно зажиточные люди, причем задолго до катастрофы и даже до прихода советской власти. И, к примеру, вот это здание огромное, оно не свойственно для советской архитектуры. Несмотря на то, что до катастрофы это был дом культуры, ранее это было частное здание, которое просто потом отжали, грубо говоря, для власти. Чем более вглубь забираешься в это село, тем более заросшие дома, но при этом и более сохраненные. Окна не тронуты, даже какие-то письма и предметы быта сохранены. Висит ватничек, шапка-ушанка. Есть даже кровать и печь. Мы будем покидать зону отчуждения. Мне кажется, эти 2 дня серьезно повлияли на мою жизнь. И самое главное, я получил не просто впечатление, как от обычной поездки. Я как-то заново посмотрел на то, что вообще тогда происходило. Ты очень многое узнал, и хорошо, что у нас был источник дополнительной информации, потому что все, что я смотрел до этого, оно ни в какое сравнение не идет с тем, что я увидел в этот раз. Не просто общую картину: здесь у нас ЧАЭС, здесь у нас колесо, здесь у нас отель Припять. А детали, как все функционировало, что было лучше, чем везде, насколько был хорошим город Припять, и сам факт того, что ты каждый шаг идешь и думаешь, а каким бы он был сегодня. Но с другой стороны, ты оцениваешь все, что происходило в ту ночь, что происходило в последующие дни и даже годы. Честно говоря, я не ожидал, что в Чернобыле до сих пор довольно спокойно живут себе люди, хоть и сотрудники, и город выглядит достаточно населенным. Я не ожидал увидеть настолько сильное влияние природы за относительно короткий промежуток времени на то, что построил человек, причем советский человек, где не жалели ресурсов на тот же бетон. Природе все равно. Мне кажется, я буду очень долго еще обдумывать эту поездку. Я еще не знаю, что я вам намонтирую, но мне кажется, что материал получится очень-очень и смыслосодержательным, и качественным по картинке. Я еще, знаешь, какую мысль думаю? О том, что нас очень хорошенько окунули в прошлое, так как ты смотришь на эти автоматы с газировкой, когда ты смотришь на квас, когда ты смотришь на остановки и на развлекательные все штуки, как колесо, либо же машинки, которые раньше были, и мы сами на них катались. И я тебе скажу, у меня было чувство радости, потому что я все это помню. Я действительно помню, есть вещи, но и есть часть грусти. И поэтому я уже еду и, как ты говоришь, обдумываю вещи, которые вот за 2 дня со мной происходили. Это была серия видео. Я надеюсь, что вам это понравилось. Напоминаю, что вы можете поддержать канал и эту серию видео лайком, комментарием. Ну и можете также поддержать финансово. Ссылка на Patreon есть в описании. Всем пока!